Когда есть номерная парфюмерия, не грех быть парфманьяком. Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я вас приглашаю в свое новое парфюмерное видео. Это видео полностью всецело будет посвящено одному интересному бренду, который я стала наблюдать в городе Минске. Это Sensitive Parfum. Напишите, кто проживает в городе Минске, видели ли вы вот эти вот островки с этой парфюмерией. Мне будет очень интересно почитать. Но вот я в последний раз была в торговом центре «Столица», и там осталось 2 островка. Так, там даже если идти в подземном переходе, то там был даже целый бутик, посвященный вот этой вот парфюмерии. Я сразу заметила, что это, естественно, номерная и аналоговая парфюмерия, но почему нет? Так как я уже себя причислила к экспертам в аналоговой и номерной парфюмерии в городе Минске, уже у меня даже отснято несколько видео с моими ассоциациями, с моими впечатлениями от этой парфюмерии. И вот в этом видео давайте поговорим об этом бренде. Дело в том, что везде этот бренд, то есть, я так понимаю, лицом этого бренда является Екатерина Коба. Это у нас есть такая очень известная модель, блондинка, очень такая эффектная. Это вот не просто блондинка, а она такая с изюминкой. И, естественно, когда висит ее плакат, то есть плакат с ее изображением и парфюмом Sensitive, это обращает на себя внимание. Естественно, мы, девушки, засматриваемся, мы где-то внутри, вот я, например, по-хорошему завидую и признаю, что Екатерина Коба красивая женщина. У нее даже, я раньше была подписана на ее инстаграм, я знаю, что ее даже сына зовут так же, как и моего сына, Тимур, и ему столько же лет, насколько я осведомлена. Ну, давайте непосредственно перейдем к этому бренду Sensitive Parfum. А он стоит того, чтобы на него обратили внимание. Дело в том, что если ходить по торговому центру столицы и обращать внимание на цены на другую аналоговую парфюмерию, то именно Sensitive Parfum – это самый дешевый парфюм. Это очень важно. Я вот решила рассмотреть с каждой стороны, и как я люблю выражаться, в этот раз я буду все расставлять не ювелирным полочкам, а по парфюмерным полочкам. Итак, Sensitive Parfum, что о нем пишут? Именно вот я записала, чтобы не копаться в телефоне, я звук записываю на телефон, вот в тетрадку записала, что бренд Sensitive предлагает стойкий парфюм на основе масел. Зачитываю, так как мне писали комментарии, что это вся аналоговая парфюмерия, это разбавленная. Ну вот я не совсем соглашусь, что это разбавленное. Нет. Следующее. То, что бренд Sensitive сотрудничает с самыми крупными поставщиками качественного сырья из Франции. Их фабрики расположены на территории Турецкой Республики. И вся продукция поступает в Республику Беларусь уже упакованной. Я спросила у консультанта, когда подошла к островку. Кстати, этот островок, он расположен, вот как если спуститься в метро, и сразу на входе там аж целых 2 рядом стоящих островка с этой парфюмерией. В подземном переходе уже закрылся, там был красивый такой бутик, но там никогда не было людей. Так вот, консультант сказала, что используются у них именно турецкие масла. А так как я очень люблю турецкую парфюмерию, очень положительно, уважительно к ней отношусь, то меня это задело. Также утверждаю, что вся продукция бренда проверена лабораторией, имеет сертификат соответствия. Аромат, вот их еще обещания, то есть если зайти в их инстаграм, у них есть инстаграм, то такие обещания. Аромат на коже сохранится в течение суток и более, не оставит следов на коже. И третье, вся парфюмерная продукция Sensitive содержит до 35% масел, то есть не 30, а 35%. И я все рассказала. Доставка, кстати, бесплатная по Республике Беларусь. И раньше у них были акции, я так и хотела купить 2 аромата, то есть 2 умножить, то есть по 30 мл, это 48 белорусских рублей. Но сейчас эта акция не действует на момент съемок. Я купила 2 аромата.
по 50 миллилитров за 58 белорусских рублей. Естественно, это достаточно дешево. Вот такой вот здесь пакетик. Я думала, правда, будет другой красивый пакетик, розовый, как у них выставлено на островке. Но нет, дали мне в таком мешочке. Ну, хорошо, что в таком мешочке дали. Моя покупка 58 рублей, но можно купить 2 флакона по 100 миллилитров, если сильно понравилось, по 84 белорусских рубля. Есть у них Инстаграм, также где-то называют просто Sensitive парфюм, где-то Sensitive Official. И также я заметила в Инстаграм, что раньше на бутылочках было написано Vogue, сейчас написано Sensitive. Я сейчас все покажу, все расскажу. Лицо Катя Коба, стойкий парфюм на основе масел. Вот такая вот информация, то есть это я взяла из источников. Я с лупой не стояла, с микроскопом не проверяла, но мое мнение, что это далеко не разбавленная парфюмерия. Двигаемся дальше. Значит, когда я стояла на островке и выбирала парфюмерию, консультант, девушка, подбежала, и я заметила, что у них все блоттеры, они такие прикольные, они разрисованные, такие яркие, в отличие от других вот блоттеров, другой аналоговой парфюмерии. Ну, не все белорусы могут позволить себе оригиналы. Вот приходится обращать внимание на аналоговую номерную парфюмерию. Ну, вот так вот сложилась жизнь, что вот очень много у нас вот этих островков. И, знаете, я скажу честно, я нормально к этому отношусь, и даже у них появляются какие-то новинки. Вот появился Ганимед, и вот появился у одного бренда тоже Ганимед. Очень интересно, так просто понюхать, осознать Ганимед я не могу, я не знаю, где он представлен у нас, а вот подойти к островку аналоговой парфюмерии и на блоттере понюхать, почему нет. Вот что касается этого Sensitive парфюм, вот этих их блоттеров, и также я очень подробно рассмотрела их каталог, так там вот номер написан, бутылочка, допустим, какого-то там бренда Bulgari, и стерто название в фотошопе, название этого парфюма, под который сделано. То есть кто-то сидел в фотошопе, замазывал все названия бутылочек. Ну вот это вот меня очень удивило. Ну, вот так вот делают. Значит, и переходим к ароматам, которые я купила, на которые я обратила внимание. Вот такое вот идет оформление, да, 2 флакона купила, воспользовалась этой акцией. Вот так вот выглядят флаконы, то есть коробочки, 50 миллилитров. Сама бутылочка вот такая вот. Мне напоминает, знаете, вот это оформление Le Labo. У меня когда-то лет 10 назад был аромат Neroli от Le Labo, и вот этот вот бутылек очень напоминает, очень. И он причем неплохо так качественно сделан. Мне нравится качество, мне нравится лаконичное оформление. Ну вот посмотрите, ну неплохо же. Один аромат у меня черная орхидея Tom Ford, то есть аналог или аромат, созданный по мотивам Тома Форда, черная орхидея ЧО. Второй аромат, вот здесь жидкость посветлее, это уже молекула 2 Эсцентрик. И я давно хотела или оригинальную молекулу, двоечку, или аналог под молекулу 2. Когда-то года 3 назад у меня был аналог под молекулу 2, и мне очень нравилась даже аналоговая парфюмерия. Ну вот в этот раз решила попробовать Sensitive. Оформление прекрасное, стекло такое толстенькое, меня устраивает полностью, и распыление прекрасное. Я даже распылю на руку, вот хочу и молекулу, кстати, молекулу номер 2 можно смешивать с другими ароматами, эти ароматы будут совсем по-другому играть. Ой, как я балдею от молекулы номер 2, очень мне нравится и распыление. Я сразу отмечу, что один аромат черная орхидея, это номер 373, второй аромат это молекула Эсцентрик, не просто молекула, а аналог молекулы Эсцентрик 02, то есть там целая композиция, это под номером 400. И давайте подробненько начнем с черной орхидеи, вот с этой вот
Ой, такой вот жидкости желтой, красивой. Я люблю цвет желтых камней. Вот у меня теперь черная орхидея с таким цветом, то есть аналог черной орхидеи. Не буду так вот громогласно говорить. Распылю вот прямо сюда, не буду стесняться. И знаете, мне очень нравится этот аромат. Мне очень напоминает он именно оригинал. Точно название, как и я сказала, Tom Ford Black Orchid по мотивам 373. И если расписать по нотам, кстати, они не указывают ноты у себя на сайте. Но если посмотреть, то верхние ноты — это трюфель, гордения, черная смородина, иланг-иланг, жасмин, бергамот, мандарин, лимон. Ноты сердца — опять орхидеи, специи, гордения, фруктовые ноты, иланг-иланг, жасмин и лотос. Базовые ноты — мексиканский шоколад, это есть такой шоколад, я не раз о нем говорила, пачули, ваниль, ладан, амбра, сандал, ветивер, белый мускус. Вообще черная орхидея личио является одним из самых провокационных ароматов. Он для меня лично открывается таким орхидейным бумом, и который потом раскрывается, этот бум, таким дорогущим черным шоколадом, да, я не побоюсь так сказать, трюфелями. Я давно хотела парфюм с нотой трюфеля, и вот я его купила себе. Я бы сказала, что это скорее аромат для женщин, но можно его рассматривать и на мужчине. Я бы даже хотела посмотреть, как он будет звучать на мужчине. Очень мне нравится его звучание. Он скорее вечерний, но не на каждый день. Но я его ношу на каждый день. Я его уже несколько дней поносила. Он меня не душит, у меня холодная кожа, я могу его и побольше на себя нанести. Мне даже его иногда мало. Но я не скажу, как мне написали, что это разбавленная парфюмерия, которая дорого стоит, вот это аналоговая. Нет, я даже верю, что здесь турецкие масла, и, как сказала консультант, разлито в Республике Беларусь. Очень качественный флакон. Я, знаете, предвзято относилась, прежде чем покупать этот парфюм. Но каждый день я наношу его, и я вижу, что действительно здесь и бутылочка качественная, и пульверизатор качественный, и главное, аромат играет как оригинал. Я сказала уже, что я купила ради нот трюфеля, и сегодня я провожала сына в школу, шла вот по этой листве, и как же это было красиво, как же мне нравилось ощущать на себе вот этот влажный отзвук трюфелей в окружении цветочков, меда и бальзама. Это было нечто. Я получала какое-то удовольствие, своего рода ароматерапия. Был туман, прям вот вписался этот аромат в этот осенний туманно-дождливый день, листва такая влажная, воздух влажный, вот этот запах, сочетание прекрасное вот этого вот водянистого трюфеля с запахом листвы, воздуха утреннего, это было что-то. Вот он прям, эта черная орхидея, аналог черной орхидеи, прям вписалась в мой день. Если говорить подробнее о моих ассоциациях, как же его описать? Это действительно такой великий, гениальный аромат. Многие, начиная с него, открывают нишу, и он такой влажный, маслянистый, трюфельный, даже загадочный. Что я слышу? Я слышу, вот как я сказала, нечто такое странное, вспотевшее, плотское, сырое, такие интересные грибочки. Я вообще грибы не люблю в еде, но вот люблю интересные грибочки. Естественно, трюфели грибы я люблю. Это единственный гриб, который люблю, еще шампиньоны. Также здесь иногда чувствуются какие-то камфорные пачули, согревающая какая-то мазь. Ну, действительно, здесь какая-то аромат, абстрактная, такая цветочная, кондитерская сладость, отличный замес. И так как я люблю героиню Мартишу Адамс, я не раз говорила об этом, то вот, например, этот аромат у меня ассоциируется с этой героиней. Действительно, он такой вот с черным цветом ассоциируется, с золотом. Не просто так, я сегодня в черном платье и золоте. Звучит статусно, так вот винтажно и одновременно затейливо. Если даже посмотреть на эту пирамиду, это такая вот кладезь, шкатулка разных нот, их каждый день я все открываю.
Ой, и вот прям сочетание осенней природы и вот этого аромата — это самое идеальное сочетание. Это действительно аромат осени. Я раньше не подразделяла ароматы по сезонам, теперь подразделяю. Вот прямо у меня эта черная орхидея будет ассоциироваться с концом октября, началом ноября, то, что надо. Также я бы сказала, что здесь сочетание вот этой орхидеи, вот этого шоколада и каких-то вот именно сливочных цветов. Вот такой вот аромат чудесный. Я рада, что его приобрела. Буду довольна и буду наслаждаться осенью вместе с ним. Я даже полюбила осень благодаря этому аромату. То, что у меня осень стала ассоциироваться с прекрасным ароматом. Пускай не оригинал, зато аналог просто прекрасен. Переходим к следующей жидкости. Это прозрачная жидкость. Наконец-то в моей коллекции появился аналог молекулы двойки Эксцентрик. Конкретизирую. Именно аналог Эксцентрика, если я правильно произношу. Я, как всегда, очень подробно буду рассказывать про свои ассоциации с этим вообще ароматом. Уже это название молекула номер 2 Эксцентрик, оно такое избитое. Но знаете, я давно его хочу, я его когда слышу от людей, я понимаю, что это молекула, и я ее хочу. Вот прям хочу, и вот прям ехала именно попробовать аналог от Sensitive. И не прогадала. Сразу признаюсь, я тоже наслаждаюсь этим ароматом, даже смешиваю его с вот этой черной орхидеей, то есть на одну руку наношу Эксцентрик, на другую руку черную орхидею, сюда распыляю черную орхидею и довольная иду куда мне надо. Неважно, это праздник или на каждый день, вот прям вообще я считаю, что молекула номер 2 Эксцентрик — это аромат обо всем, это самый универсальный и такой вот красивый, необычный аромат обо всем. Но если говорить об этом аромате, то кратко его еще называют Е2. Группа «Восточные цветочные», выпущен оригинал этого аромата в 2008 году. Парфюмер уже все знают, Гиза Шоен, если я правильно произношу. Это просто он сделал революцию в парфюмерии. Ноты здесь очень простые, их можно выучить. Амброксан. И я обратила внимание, что амброксан — это анималистичная нота, оказывается. И Зоe Супер, ирис и жасмин. И вообще, я считаю, что молекула Эксцентрик номер 2 это самая привлекательная, самая не просто так популярная молекула. Это запах, как будто вот ель или ветку вот сломать, и вот этот сок, который пустила эта ветка, его как бы так вот капнуть в масло, а именно в амбру. Вот такое вот у меня идет параллель такая интересная. Также я этот аромат вот лично для себя не могу разобрать на ноты. Я вот их вижу, ноты, но я не могу разобрать. Кто-то чувствует здесь ирис, кто-то морковку. Кстати, это корень ириса дает морковку кому-то. Но это скорее на горячей коже идет вот эта морковка. У меня вообще никакой морковки не идет. Ни ботвы, ни хрустящие, ни свежие морковки. У меня просто необычный божественный аромат, деревяшки. Мне вот нравится вот эта синтетика, мне нравится вот эта вот симфония. Это просто невероятное что-то. Да, морковь я не слышу, но для меня это самый красивый переданный амброксан в этом веке, пускай в аналоге, но это прекрасно, это просто какой-то шедевр. Я обожаю. Окружающие, вот, например, всегда думают, чем же пахнет человек, когда слышит вот этот вот аромат. Это я сужу лично по себе. Напишите, как вы относитесь к молекуле номер 2. Надоела она вам, нравится, не нравится, что она вам дает, какие отзвуки, какое ваше ольфакторное восприятие. Запах еще дает таких вот, знаете, осенних хризантем. Этот аромат, скорее вот так, не моркови, а хризантем осенних. Вообще этот аромат — это совсем другой взгляд на парфюмерию. И вот для разнообразия, для того, чтобы в жизни включить что-то новенькое, ведь сейчас так мало путешествий лично в моей жизни,
то вот парфюмерия, она наполняет мои дни какой-то вот сказкой. Этот аромат — это просто сказка. А в сочетании еще и с черной орхидеей, это еще вдобавок и осенняя сказка. Я родилась осенью, я эту пару года никогда не любила, но теперь люблю, благодаря этим двум ароматам, ЧО и Е2. Вот так вот, даже сокращу. Еще, знаете, многим кажется, что здесь морковка с укропом. Да, если почитать на фраге, то ассоциации разные на молекулы. Мне морковь вообще, может быть, со временем и будет чувствоваться. Но на фраге я вычитала такое интересное сравнение, что такой запах источали термобигуди, специфический божественный запах. Вот, наверное, что-то в этом есть. У меня таких вот бигудей не было, я не пользовалась, но верю, что реально мог быть такой запах божественный. Здесь действительно, если так говорить, то тут круто сделана композиция. Здесь, наверное, я его не могу расчленить. Божественный вот этот ирис, жасмин. Могу только вот пофантазировать насчет жасмина. А может и есть. Здесь именно композиция хороша. Многие ароматы люблю. Вообще, вот, например, от гарсонов иногда даже схожу с ума. Comme des Garçons. И вот этот вот аромат, это все равно для меня лучший из лучших, из таких вот шокирующих, новых. Кстати, еще, скорее всего, наверное, здесь не морковка вот ощущается, а может быть семена моркови со сладковатой такой вот лакированной именно древесиной. Вот так бы я вот этот охарактеризовала, может быть, аромат. Здесь не морковка для меня. Так, от моих восхищений аж платьице вниз пошло. Я не отличаюсь огромной грудью и красивой грудью, как у Екатерины Кобы, но что есть, то есть. Значит, продолжаю. Здесь скорее пыльная морковка. Ой, мне его все мало, я даже хочу его распылить. Я тут черную орхидею наносила. Ну да ладно, везде тут попшикаю и буду... Ой, какая красота! Знаете, мне иногда, вот сегодня третий день, как я разнашиваю этот аромат, и мне стал чудиться лимон. Как многие, я читала, ощущают, что характерно для мужской парфюмерии. И да, вот на третий день я чувствую именно лимон, я понимаю людей, которые пишут про этот лимон, про эти цитрусовые. Самый яркий такой, вот самый популярный вот это аромат из всех эксцентриков, для меня он скорее амброво-мускусный, такой телесно-животный, но одновременно и он и свеженький. На горячей коже я слышала, что этот аромат, он раскрывается именно ирисовой пудрой и много деревяшек. Что касается холодной кожи, то именно, вот как я и сказала, на третий день для меня именно цитрусы и деревяшки. Вот так вот, если разграничить для разных типов кожи, а это очень важно. Как я уже сказала, я углублялась в это понятие, что именно вот для обладателей горячей кожи именно корень ириса, он дает вот этот вот привкус моркови, аромат, свежая морковь с ботвой земли. И вообще вот, если говорить, то нота ириса, наверное, делает этот аромат таким живым, вибрирующим. И вообще я считаю, что молекулярная парфюмерия, такая эксклюзивная парфюмерия до сих пор, пускай этот аромат существует с 2008 года, но это есть. Шлейф у него потрясающий. Я всегда его чувствую, всегда хочу его нанести. И вот прям меня прельщает. Хорошо, что у меня аналог, а не оригинал, а то оригинал я просто бы вылила на себя. Здесь именно такая вот потом в раскрытии ириса жасминовая пудрочка, которая такая манкая, такая красивая. И вообще это вот для меня аромат парфюмерный нюд. Вот есть нюд в косметике, макияж нюдовый. Так вот для меня в парфюмерии именно молекула номер 2 Eccentric E2 это парфюмерный нюд. Это действительно модный, трендовый, такой непритязательный, ненавязчивый парфюм. Кстати, его сравнивают с Light Blue Dolce Gabbana, верю.
Да, я тестировала и вообще заметила, что у каждого такого уважающего себя парфблогера есть этот аромат, и все не могла понять, почему он у них есть. Кстати, да, так немножко напоминает. Можно даже купить это Dolce Gabbana Light Blue и смешивать с Эсцентриком, будет неплохо. Еще отмечу, что на холодной коже здесь скорее сельдерей, а не морковка. Еще вот такая вот ассоциация у меня. Сочный, действительно такой прохладно-деревяшистый аромат. Еще, знаете, напоминает немножечко целлофан подарочных упаковок. Вот такие вот ассоциации. Вообще, как вы видите, для меня этот аромат такая же шкатулка, как и черная орхидея. Мне нравится его познавать, мне нравится разгадывать его пирамиду, ведь пирамиду не всю пишут, но здесь очень интересный аромат. Он действительно такой странно красивый аромат, невероятный. Я уже напела от на много времени, хочу еще акцентировать внимание на другие ароматы, ради которых я пришла в этот так называемый парфюмерный бутик. Я отметила для себя номера, еще я хотела приобрести 171 номер, это аналог Монталь Ванила Экстази, аромат для женщин. Он мне понравился, но я не прибалдела от него так, как от черной орхидеи. Если говорить о нем подробно, то действительно там чувствуется вот этот абрикос, цветок абрикоса, вот как в пирамиде заявлено, ванилька. Неплохие ассоциации у меня оставил этот аромат, но я решила все-таки отдать дань молекуле и черной орхидеи. Вообще, если говорить об этом Монталь Ванила Экстази, необычный аромат, он хоть и называется Ванила Экстази, но там все равно вот сначала на старте чувствуются абрикосы или цветы абрикоса, или может быть какой-то йогурт абрикосовый, потом чувствуется какой-то вот черный чай, я бы так сказала. Красивая композиция, необычная, странно, что называют именно Ванила Экстази. Вот такой там есть аромат интересный. Ни в одной аналоговой парфюмерии я не видела аналога на этот аромат. Вот благодаря Sensitive я открыла для себя вот этот Монталь. Мне там понравились эти ноты абрикоса, ванили и цветов. Также я решила попробовать аналог 352 на Zadig Voltaire This Is Her. Очень парфблогеры рекламируют этот аромат, они все балдеют от его лактонных нот, от сочетания жареных каштанов со взбитыми сливками, но мне показался аналог сладковатым, но опять же его надо разнашивать. То есть, может быть, я и приобрету, если говорить об этом This Is Her, аромате от Zadig Voltaire. Вообще очень интересная пирамида, там верхние ноты это розовый перец, цветок шелкового дерева, жасмин и самбак. То есть жасмин именно самбак. Средние это взбитые сливки, ваниль, каштан, и базовые ноты сандал, кашемировое дерево. Что добавили турецкие производители в эти эссенции, я не знаю. Вообще для меня это такой настоящий пудровый аромат без излишеств. Да, там я ощущаю именно, наверное, такие жареные, подслащенные каштанчики. Я очень люблю жареные каштаны. У нас их в Республике Беларусь, а именно в городе Минске я живу, продают очень редко. Именно, знаете, где? Только на Новый год напротив торгового центра галерея. И там я раз в год пробую вот эти каштаны. А вообще в первый раз я попробовала в Италии и еще пробовала во Франции в далекие прекрасные времена, когда я могла путешествовать. Но да ладно, можно взять вот этот, приобрести аналог Zadig Voltaire 352 под номером, и все будет хорошо. Это такой нежный, пушистый, сливочный аромат, действительно такой лактонный. Я бы сказала, там скорее такое сладенькое молочко. Мы вот с младшим сыном иногда в медицинском центре он просит купить, он не любит эти какао, там кофе, он любит именно сладкое молочко. И вот у меня, я ассоциирую именно этот аромат со сладким молочком, но таким охлажденным молочком, скажем так. Следующий аромат, который я хотела у них приобрести, это Tom Ford Lost Cherry под номером 383, а именно аналог этого аромата, но он меня не околдовал. Мне понравился, как этот аромат сделан у других аналоговых
этих парфюмерных бутиков, он заслуживает внимания, опять же, нужно разнашивать. Также я решила попробовать аромат по мотивам Black Afghana под кодом 731. Да, я сразу почувствовала эту коноплю, но это не та конопля, которая в Black Afghana. Все-таки, если покупать Black Afghana, наверное, нужно покупать оригинал. И, кстати, может быть, я еще и приобрету аналог Black Afghana, потому что я знаю очень хорошо смешивать Black Afghana с молекулой 0,2 Eccentric. И особенно меня удивил аромат, а именно под кодом 463 по мотивам Coconut Passion Victoria's Secret. Вообще ароматы Victoria's Secret и аналоги под Victoria's Secret меня как-то так настораживают. Я никогда не любила этот бренд, но здесь мне понравилась пирамида. Это группа цветочный, фруктовый, сладкий и просто необыкновенная пирамида. Ваниль, кокос, ландыш, ромашка и алоэ вера. Это такие необычные сочетания, и действительно, когда я взяла вот этот их блоттер, разрисованный разными такими брендами, они не дают с собой, кстати, блоттеры, у них они вот так вот разложены, и можно брать, нюхать, проходишь мимо, нюхаешь. Так вот, действительно, я когда поднесла блоттер с этим ароматом, девушка-консультант еще несколько раз мне обновляла, потому что я уже много ароматов нюхала, то мне действительно показался там вот этот молочный кокос. Да, он сладкий, да, такой аромат немножечко приторноватый, но этот кокос, обыгранный ванилью, есть. И может быть алоэ вера. Он действительно такой аромат, такая ванилька, цветочки, он такой нежный, воздушный, девчачий. Я думала его купить, но взяла все-таки аналоги под такие шедевры, как молекула и черная орхидея. И я рада, я каждый день наслаждаюсь ими, то есть уже вот день третий, и не устаю даже ими обливаться. Вот готова и на ночь наносить, и утром наносить. Они как-то скрашивают мои будни. Поэтому мой отзыв о Sensitive Parfum положительный. Здесь я даю плюс и маслам, мне они нравятся, они меня не раздражают, я не чувствую здесь дешевой базы. Мне нравится это лаконичное оформление, меня на грусть навевало такое простое оформление, но тут действительно качественное оформление, которое даже ароматам придает какого-то изыска. Это хорошо, что ничего лишнего. Ну и третье, мне нравится блондинка, которая рекламирует эти ароматы. Она греет мое эстетическое восприятие этих ароматов. Там много фоток, где она позирует, красиво их преподносит. И я люблю любоваться женской красотой. Мне нравится, что вот уделяет столько внимания рекламе. Да, и несмотря на то, что я вижу, что они вкладываются в рекламу, парфюмы довольно-таки бюджетные. Ну, я уже их нахвалила, но мои первые впечатления положительные. Может быть, приобрету еще какой-то парфюм. Пишите ваши впечатления, пробовали ли вы такую аналоговую парфюмерию. У них, кстати, есть эксклюзивная парфюмерия, которую они делают сами. Но один единственный момент хочу отметить, хотелось бы побольше подробностей. Кто занимается этой парфюмерией, кто там у них парфюмер. Я люблю эти сказочки, я люблю эти рекламные трюки, но бренд лаконичный, очень распространенный, обращающий на себя внимание, и почему себя иногда не побаловать бутыльком 50 мл. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Также я есть в разных социальных сетях, таких как Telegram, Запретграм в Российской Федерации или Instagram. Также я есть на Яндекс.Дзен. Очень буду ждать, особенно я люблю с вами общаться в комментариях в YouTube. Давайте же встретимся и обсудим, посплетничаем. Пока-пока, уже скучаю и жду вас в комментариях.